Боль накрывала ее в родильном отделении клиники в Чикаго, стирая границу между телом и сознанием. Свет ламп расплывался, звуки аппаратов превращались в далекий гул. Она цеплялась за жизнь, думая о 2 детях, которые еще не успели появиться на свет. Рядом не было мужа, Майкла, и его отсутствие ощущалось сильнее любой боли. В последние месяцы он исчез не только из палаты, но и из ее жизни, оставив ее одну в самый уязвимый момент. За дверями отделения находилась его мать, Линда, уверенная и холодная, и женщина, ради которой Майкл когда-то сделал свой выбор, Стефани. Их спокойствие было пугающим. Пока врачи внутри боролись за жизнь роженицы, снаружи уже строились планы, не оставлявшие ей места. В критический момент сердце женщины остановилось, и для окружающих история была почти завершена. Однако медицинская команда сумела вернуть ее из клинической тьмы. Почти незаметно, параллельно с этим, на мониторах появились 2 слабых, но устойчивых ритма, близнецы родились живыми. Новость разрушила тщательно выстроенную уверенность тех, кто уже мысленно праздновал исход. В отделении интенсивной терапии 2 крошечных тела, подключенные к аппаратам, доказывали, что жизнь оказалась сильнее расчета и жестокости. Позже женщина очнулась. Ее звали Эмили, и первое, что удержало ее в реальности, было осознание – дети живы. О прошлом она не спрашивала. Внутри нее что-то изменилось еще до потери сознания. Вместо слабости появилось холодное, ясное понимание, что назад пути нет. Она связалась с отцом, Робертом, человеком,